С развитием и глобализацией экономических связей в масштабе планеты резко возросла роль и значение узнаваемости как отдельных товаров, так и компаний. Собственно, эти процессы и привели к формированию понятия бренд. Бренд – это набор уникальных характеристик, отличающих компанию от других фирм. Брендом чаще всего называют известные компании, символика и продукт которых узнаваем аудиторией. В этом его основное отличие от торговой марки. В 2023 году рейтинговое агентство Brand Finance опубликовали свою оценку самых дорогих брендов мира. Замыкающим десятку мировых лидеров по стоимости бренда стал китайский TikTok с оценкой в $65,7 миллиардов. Много это или мало? Следует подчеркнуть, что весь ВВП, то есть стоимость всех товаров и услуг, произведенных конкретным государством для пользования, таких стран как Грузия, Армения, Молдова, Таджикистан и Кыргызстан, составили всего лишь $63,2 миллиарда, что в сумме меньше стоимости ТикТока. В самом Китае приложение известно как Douyin, и там пользуются просто огромной популярностью, охват до 60% активных пользователей интернетом. Вместе с тем, целый ряд стран вводили ограничения или запрещали социальную сеть как вредную. Такую тенденцию можно было увидеть в Индии, Индонезии, Пакистане, Армении и даже в США. На 9-м месте в 2023 году расположился бренд Tesla. Говорить о Tesla можно очень много и откровенно очень разного, и все же, кто в мире не слышал о Илоне Маске и его эпатажности. Очевидно, что история Tesla – история полноценного ролика на нашем канале. Оценка бренда в 2023 году составила без малого $66,2 миллиарда и выросла по сравнению с прошлым годом почти на 44%. Напомню, еще в 2022 году данный бренд занимал относительно скромное 28 место. Бренд Verizon. Бренд принадлежит крупнейшему телекоммуникационному гиганту США. Основной вид бизнеса – предоставление услуг мобильной связи, продажа телефонов, модемов и так далее. Кроме того, компания обеспечивает покрытие 98% территории США, а количество абонентов превышает отметку в 140 миллионов американцев. Бренд Verizon оценили в $67,4 миллиарда, что чуть меньше, чем весь ВВП Беларуси, который в прошлом году снизился до $68,2 миллиардов. Седьмое место рейтинга занял бренд ICBC. ICBC, или промышленно-торговый банк Китая, это один из 4 самых крупных банков этой страны. И он очень примечательный, даже несмотря на то, что государственный и китайский. Так, в 2006 году промышленно-торговый банк провел самое крупное на тот момент привлечение денег через первичное размещение акций на сумму в $22 миллиарда, несколько лет подряд возглавляя рейтинг крупнейших публичных компаний мира. Его оценка бренда в 2023 году составила $69,5 миллиардов. Правда, по сравнению с 2022 годом она понизилась на 7,4%. Все-таки тихий финансовый кризис Китая потихоньку подтачивает даже таких гигантов. На 6-м месте обосновался Samsung, южнокорейский гигант по производству интегральных микросхем, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио и видеоустройств. Бренд Samsung оценили в $99,7 миллиардов, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Но даже такая сумма равна почти 7 годовым ВВП Монголии. В 2022 году она составила $15,5 миллиардов. Попутно добавлю, Samsung в дословном переводе означает 3 звезды. Бренд Walmart. Walmart – одна из крупнейших мировых сетей розничной торговли. Основной вид бизнеса – это большие универсальные магазины с низкими ценами. Стоит отметить, что магазины не только универсальны по набору продуктов питания, но и универсальны по всему спектру от бытовой техники до домашней выпечки. Бренд Walmart оценили в $113,8 миллиардов. Интересно, что основным конкурентом Walmart на его традиционном поле, то есть в США и в Канаде, является Amazon. Причем сегодня уже точно можно сказать, что Amazon сумел очень здорово притормозить дальнейшую экспансию Walmart, а он, в свою очередь, так и не сумел создать эффективную систему доставки товаров на дом, аналогичную
конкуренту. Microsoft. Детище Билла Гейтса в излишней рекламе точно не нуждается. Внимание заострим только на том, что данный бренд оценен в $191,6 миллиардов, что больше, чем ВВП Венгрии и чуть меньше всего ВВП Украины, оцененного в 200 миллиардов. Тройку лидеров открывает гигант Google. Бренд оценили в $281,4 миллиарда, что на 6,8% больше прошлогоднего результата. Отметим, что Google впервые в тройку лидеров рейтинга попал в далеком 2008 с оценкой в $43 миллиарда. С тех пор стоимость возросла в 6,5 раз, и бренд всегда оставался в топе с позитивной динамикой. Apple. Существуют ли люди, которые не знают этот бренд? На втором месте располагается самое дорогое яблоко мира – компания Apple. Несмотря на колоссальную оценку в $297,5 миллиардов в 2023 году, бренд потерял 57,5 миллиардов по сравнению с прошлым годом, когда Apple стоил рекордные 355 миллиардов. Такой обвал связан с негативными финансовыми прогнозами экспертов, в частности, снижение выручки плюс проблемы с логистикой. Сумеет ли преодолеть негатив компания? Посмотрим. Но пока данный бренд является одним из самых желаемых среди миллионов людей по всему земному шару. И первое место рейтинга самых дорогих брендов планеты занимает Amazon. Amazon – это американская ритейл-компания, занимающаяся продажей и поставкой различных товаров через интернет. Отметим, что Amazon не просто продавец, это торговая площадка для сотен тысяч разных продавцов. Именно благодаря предоставлению услуг по онлайн-торговле бренд и стал таким популярным по всему миру. Одним из основных преимуществ является хорошо налаженный сервис доставки товаров. Тут же стоит отметить, что в прошлом году эксперты зафиксировали рост жалоб и недовольств среди клиентов по поводу сроков и качества доставки. Как следствие этого, бренд потерял более 50 миллиардов в оценке с 350 миллиардов в 2022 году до 299,3 миллиарда в 2023 году. Но несмотря на все минусы и негатив, Amazon занимает почетное первое место, став таким образом самым дорогим мировым брендом в 2023 году. Совсем скоро мы обсудим топ-10 экономик мира по ВВП. Как думаешь, на каком месте окажется твоя страна? До скорой встречи!